Космическая логистика будущего без ракет и токсичного топлива. В Национальной библиотеке Беларуси состоялась презентация сборника научных трудов 8-й глобальной конференции по безракетной индустриализации ближнего космоса. В зале собрались представители союзного государства, Национальной академии наук Беларуси, научных институтов и инженерных школ. В центре внимания проект общепланетарного транспортного средства белорусского инженера Анатолия Юницкого. По расчетам разработчика, система сможет доставлять в ближайший космос до 10 миллионов тонн грузов и до 10 миллионов пассажиров за один рейс, используя электрическую энергию вместо химического топлива. Живя в Казахстане в 60-е годы прошлого века, я увлекся ракетостроением, наблюдал ночные старты ракет. И тогда я стал понимать, что ракета не обеспечит массовый выход в космос, освоение его широкомасштабно, вынесение индустрии в космос. И тогда я понял, что нужны другие решения. Я их нашел. В издание вошли 44 работы инженеров и ученых. Главная тема исследований – освоение орбиты планеты без использования ракет, которые наносят вред экологии и разрушают озоновый слой. Материалы сборника посвящены нескольким направлениям – космической индустриализации, информационным технологиям и энергетике, созданию замкнутых экосистем в космосе. Сегодня то, что предлагает Юницкий с точки зрения экономики, с точки зрения технологий, с точки зрения материаловедения и так далее, она решаемая задача. И под ее руководством много сделано с точки зрения технического, технологического. Кроме того, очень много сделано у него с точки зрения использования ограниченного пространства для выращивания продуктов питания для человека. Многие технологии, глобальная технология струнного транспорта – это вообще глобальная технология и будущего. Но многие элементы этой технологии уже вполне коммерциализируемы и используются сегодня в реальной промышленности. По традиции сборник разместят в международных библиотеках и научных базах данных. Первые экземпляры переданы в президентскую библиотеку, Национальную библиотеку Беларуси и книжные фонды ведущих вузов страны.